Привет! Добро пожаловать! Это видео на медленном русском. Если вам нужны субтитры, включите их здесь. Сегодня мы поговорим о Пасхе, важном празднике в России. Пасха – это праздник в честь воскресения Иисуса Христа. Это главный праздник у православных христиан. Сейчас хочу поговорить о двух похожих словах – воскресение и воскресенье. Если вы говорите о дне недели, это воскресенье. Я думаю, понятно, почему эти слова так похожи. Да, Пасха празднуется в воскресенье. Дата Пасхи каждый год разная, потому что дата этого праздника зависит от лунно-солнечного календаря. Дата православной и католической Пасхи отличается, потому что эти две церкви живут по разным календарям. Вы помните, что дата православного и католического Рождества отличается. Итак, православная церковь живет по юлианскому календарю, а католическая по григорианскому. Православная Пасха обычно позже, чем католическая. Но в этом году, например, дата Пасхи совпала. То есть и православная, и католическая Пасха в этом году 20 апреля. Когда я рассказывала вам о Масленице, я говорила, что после масленичной недели, когда мы едим блины, начинается Великий пост. Великий пост длится 40 дней. В шестое воскресенье Великого поста или за неделю до Пасхи празднуется Вербное воскресенье. Этот праздник называют так, потому что в этот день на улицах продают ветки вербы. Верба – это такое растение. Я помню, раньше всегда перед Пасхой в доме моей бабушки в вазе стояли веточки вербы. И я думаю, не только у меня этот праздник ассоциируется с этим растением. Даже когда на Пасху готовят традиционное для этого праздника блюдо – кулич, его часто украшают веточками вербы. Не настоящими, конечно. Итак, теперь поговорим о еде. Мы готовим кулич в этот день. Кулич похож на кекс или хлеб. Внутри изюм. Изюм – это сушеный, высушенный виноград. Сверху глазурь и различные украшения. Часто это просто разноцветная посыпка, но иногда более оригинальные украшения. Например, гнездо с яйцами, веточки вербы и другое. Следующее блюдо – это творожная Пасха. Да, она называется так же, как и праздник. Она готовится из творога и имеет форму усеченной пирамиды, потому что символизирует гроб Господень. На творожной Пасхе можно увидеть две буквы – ХВ. Это значит «Христос воскрес». Мы поговорим об этой фразе чуть позже.
Кроме кулича и Пасхи, в этот день на столе еще есть яйца. Крашеные яйца, то есть яйца, которые покрасили. Традиционно яйца красят в красный цвет, и считается, что красные яйца символизируют кровь распятого Христа. Но со временем эта традиция немного изменилась, и уже много десятилетий яйца красят в разные цвета. И в синий, и в зеленый, и в желтый, в любой. Кто-то предпочитает купить специальный краситель в магазине, а кто-то использует натуральные красители. Например, луковая шелуха, чай каркаде и куркума или куркума, краснокочанная капуста и даже вино. Также часто используют наклейки, то есть стикеры. На наклейках тоже две буквы ХВ. Это значит, напомню, Христос воскрес. Именно эту фразу мы говорим друг другу в этот день. На эту фразу нужно отвечать «Воистину воскрес». Иногда можно услышать другую форму «Христос воскресе», «Воистину воскресе». Эта форма слова «воскрес» используется в церкви. В этот праздник некоторые люди идут в церковь на службу. Служба начинается ночью в субботу и длится до утра. После службы люди идут освящать яйца и куличи. Священник освящает еду святой водой. Теперь хочу поговорить о кроликах. В России нет пасхальных кроликов, а также мы не прячем яйца и не просим детей найти их. Но вы знаете, что такое глобализация. Поэтому сейчас в качестве украшений к этому празднику можно увидеть кроликов. Но в моем детстве, например, никто никогда не покупал кроликов к этому празднику. Итак, мы не прячем яйца на Пасху, но у нас есть другая традиция, другое развлечение. Это битва яйцами. Два человека берут крашеные яйца и стучат ими друг от друга. У кого яйцо не разбилось, тот победил. И в моем регионе была еще одна интересная традиция. Я уже рассказывала это в нашем подкасте, но расскажу еще раз. Рано утром дети брали пакеты, сумки и шли к соседям, в соседние квартиры, в соседние дома. Дети стучали или звонили в дверь, и когда им открывали, дети говорили «Христос воскрес». Взрослые отвечали «Воистину воскрес» и давали детям конфеты или яйца. Обычно было 2 конфетки. Для меня в детстве это было очень увлекательно, и мы соревновались с друзьями, кто соберет больше конфет. Но когда я переехала в Москву, я узнала, что не везде есть такая традиция. Но время поменялось, и сегодня не все родители готовы отпускать своих детей в квартиры к чужим людям. Но я рада, что у меня сохранились такие теплые воспоминания об этом празднике и о моем детстве тоже. Теперь поговорим
о том, что происходит перед Пасхой. Перед Пасхой идет Страстная неделя. Если быть точнее, это не неделя, а 6 дней. В это время есть чистый понедельник, чистый вторник, чистый четверг. В это время люди убирают квартиры, моют посуду, готовятся к светлому празднику. В этом видео я попыталась рассказать вам о том, как Пасха выглядит в России, какие традиции у нас есть. Дайте мне знать в комментариях, узнали ли вы что-то новое об этом празднике. Слушайте наш подкаст на русском «Русский блин» или смотрите мои другие видео на медленном русском. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.